Сегодня приготовлю белковый кремовый суп с тунцом и красной фасолью. Он получается густой, нежный, сытный и очень ароматный. Без сливок, из простых продуктов и с высоким содержанием белка. Покажу весь рецепт пошагово. Для начала беру банку консервированной фасоли, сливаю жидкость и хорошо ее промываю холодной водой. В кастрюлю отправляю 30 граммов сливочного масла. Когда масло полностью растаяло, добавляю нарезанный лук. Следом натираю морковь и отправляю ее к луку. Половину сладкого перца нарезаю небольшими кубиками и тоже добавляю к овощам. Обжариваю все несколько минут, периодически помешивая. Овощи становятся мягкими, приобретают красивый золотистый оттенок и начинают отдавать свой аромат. Теперь беру молодую картошку, я нарезала ее небольшими кубиками. Отправляю в кастрюлю и сразу заливаю все кипятком. Добавляю соль по вкусу и довожу до кипения. Как только суп закипел, добавляю лавровый лист, несколько горошин черного перца и несколько горошин душистого перца. Хорошо перемешиваю и варю до тех пор, пока картофель почти полностью не приготовится. Из специй добавляю сушеный чеснок, паприку, немного черного молотого перца и куркуму. Именно куркума придает супу красивый золотистый цвет, а паприка делает аромат еще более насыщенным. А теперь тот самый ингредиент, который делает этот суп особенным. Добавляю примерно 80 граммов плавленного сыра. Хорошо размешиваю, чтобы сыр полностью растворился в горячем бульоне. Теперь добавляю промытую красную фасоль. Следом открываю баночку тунца в собственном соку. Жидкость сливаю, а сам тунец слегка разминаю и отправляю в кастрюлю. Аккуратно все перемешиваю. Посмотрите, каким красивым становится суп. Золотистый кремовый бульон, яркая фасоль, кусочки картофеля и нежные волокна тунца идеально сочетаются между собой. Даю супу снова закипеть и варю буквально 2 минуты. В самом конце добавляю свежую зелень. У меня нарезанный зеленый лук, укроп и петрушка. Выключаю огонь, накрываю кастрюлю крышкой и оставляю суп настояться примерно на 10 минут. Разливаю суп по тарелкам. Такой суп отлично подходит и для обеда, и для ужина. Он получается сытным, богатым белком и при этом готовится из самых обычных продуктов. Если рецепт вам понравился, обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, готовили ли вы когда-нибудь суп с тунцом и фасолью. Приятного аппетита!